завтра. Предчувствие – это нагнетание вариантов, которых не было, нет, но возможно будут. Интуиция – это предшествующий опыт, озарение единомоментного бессознательного вывода. Это как из пережитого тобой во сне или наяву, то есть в других реальностях, подсказка из будущего, пережитого результата. Ты задаешься вопросом, то есть всматриваешься в информационный, нематериальный мир, где есть ответы на все вопросы. И с помощью умозаключений прошлого опыта ты принимаешь решения, более оригинальные к истине. Мы живем, как во временной петле, дне сурка, одновременно в настоящем и будущем. Поэтому мы всегда подсознательно знаем, как надо поступить. Мы как бы себе подсказываем из будущего, уже прожитого нами этой сцены жизни, но часто не понимаем, не прислушиваемся своих же подсказок. Сердцем чувствуешь истину, но делаешь по-другому, не доверяя своему белому первому чувству. Потом через несколько лет понимаем, что тогда мы сделали неправильно, прислушавшись к чужому опыту, который к тебе никак не относился вообще. Надо слушать только свое сердце, поступать только по-своему, видеть искренность, правильность, истину. Знай на 100%, что ты себе из будущего подсказываешь правильные решения, потому что ты уже пережил в другой реальности именно этот эпизод жизни. Пример. Ты с детства мечтал найти девушку, влюбиться так сильно, чтобы бояться сломать эту любовь, строить и сохранять свои отношения только на хрупких, высоких чувствах любви, без обременения кредитом доверия, в любви и отношениях, зарегистрированным документом. Ты знаешь, что для тебя документ – это просто бумажная формальность, но не груз обязанностей, мешающий чистым, возвышенным чувствам любви. Потому что опыт прошлой жизни тебе говорит о пагубности последствий заключения брака документа. Где место «я хочу отдавать сам», тебе скажут «теперь ты обязан отдать». «Я хочу любить», нет, ты должен любить и так далее. Пример. Ты с детства знала, интуиция подсказывала из прошлой жизни, что нельзя верить обещаниям, в бесконечную атмосферу искренности и взаимности. И только брак, подкрепленный документом, может сохранить семью и брачный союз, и сделает союз полноценным, что обязанности супругов должны существовать. Каждый имеет свой опыт истины, но практика показывает, когда живут 10 лет душа в душу и решают зарегистрировать брак, то через год расходятся навсегда. И наоборот, поэтому надо договариваться заранее о приоритетах, которые должны преобладать. Почему-то мы боимся влюбляться, боимся боли, которая начинается после разочарования. А может, надо радоваться тому, что ты любила, и чем сильнее любила, тем больше радости надо испытывать. Ведь это твои чувства. Пусть расстраивается он, что больше к нему такой любви не будет. И поэтому надо стараться влюбляться с каждым разом все больше и больше, до бесконечности. Может, чем выше твоя любовь была, тем легче будет справиться с разочарованием. Радоваться тому, что это ты испытывал высокие чувства, которые превозносили тебя выше всех разочарований. Я с детства хочу построить храм истины и любви, в который будут приходить влюбленные для признания в самой чистой любви друг к другу, в любви к тому, кто не может полюбить тебя в ответ, и быть от этого счастливым от своей любви, говорить ему или ей об этом, что ты не нуждаешься в ответной любви, что тебе вполне хватает этого счастья, чтоб завидовали все, и эйфорию твоего счастья было видно даже из космоса. В этом храме любовь будет счастьем, а не болью. Только
В этом храме можно будет поменять свидетельство о браке на истину хрупких, высоких чувств любви. Там не будет никаких правил и законов, никакой религии, потому что во главе всего будет истинна любви. Но чтобы не оскорбить чьих-то чувств, то мальчик с мальчиком построит себе свой храм, девочка с девочкой свой, и, конечно же, мальчик с девочкой, ради чего это и зовут.